Андрей Сергеевич Кончаловский, я подчеркиваю, это важно, именно Андрей Сергеевич, а не Андрон, как его из панибратских соображений любят называть поклонники, родился в 1937 году, и это очень важный факт его биографии, который во многом определяет его творчество и, главное, его мотивы. 1937 год считается самым чудовищным моментом в истории не только Советского Союза, но и России в целом. Поэтому одна из важных тем творчества Кончаловского — это сталинские репрессии и вообще государство как неумолимая опрессивная машина, уничтожающая планомерно человека. Второй факт, который важно знать о Кончаловском, это его происхождение. Он родился в исключительно номенклатурном семействе. Его отец Сергей Михалков, автор советского гимна, и его более новых и современных версий. Также Сергей Михалков, как любит повторять его второй сын Никита Сергеевич, принадлежит к старинному аристократическому роду Михалковых. В свою очередь, по материнской линии Кончаловский наследник другой традиции и других выдающихся представителей российской культуры. Его мать была дочерью художника Петра Петровича Кончаловского, известного модерниста, члена художественного объединения «Бубновый валет». А в свою очередь Петр Петрович Кончаловский был зятем великого русского художника Василия Ивановича Сурикова. Вот он. Тоже талант имел. Художник. Вот все картинки к ним нарисованы. На Кончаловском, соответственно, лежал груз традиций, который, с одной стороны, помогал ему в жизни, а с другой стороны, заставлял постоянно отстраиваться от своего семейства. В первую очередь, конечно, от отца, потому что как человек, вхожий в Кремль, как, в общем, представитель системы, он был всегда таким плохим, хорошим персонажем. В свою очередь, он отстраивался от своего младшего брата Никиты. Это стыдно, ваше превосходительство. А также, и это следующий момент, который важен про Кончаловского, от, наверное, главного режиссера российского и советского тоже, Андрея Арсеньевича Тарковского, с которым Кончаловский начинал свою режиссерскую карьеру. Он был соавтором сценариев, во-первых, короткометражного фильма Тарковского «Каток и скрипка», а во-вторых, двух первых картин — это «Иваново детство» и Андрей Рублев. Вы меня не помните? Нет, не помню. Ну как же вы меня не помните? Мы же с вами вместе в институт поступали. И за одним столом сидели на экзамене. Все эти три фактора привели к тому, что Андрей Сергеевич выбрал довольно любопытную позицию над схваткой, культивировал определенный цинизм, возможно, даже не в прагматическом его изводе, а скорее в некотором философском смысле, что не бывает добра и зла, не бывает черного и белого. Вся жизнь — это серая зона. Что надо? У нас тут труп одного из ваших. Опознаете? Второй момент, который тоже важно понимать, это уже на контрасте не с Тарковским скорее, а с своим братом Никитой. Он выбрал западничество, а не славянофильство. Россия дремлет. Мы стали европейцами, да только наполовину. Вы предлагаете сделать русских европейцами до конца? Он долгое время себя позиционировал как такой европейский просвещенный интеллектуал, человек эпохи Возрождения, который как бы знает глубинную российскую жизнь, ее неприглядную действительность, немытую Россию, всю эту хтонь. Папаня? И судит о ней трезво, как, например, персонаж романа Обломова Штольц. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Кстати говоря, Никита Сергеевич, когда экранизировал этот роман, он признавался, что своего Штольца он списывал именно со старшего брата. Я вас понимаю, Федор Иванович. Вашей супруге здесь нужен выезд. Не хуже, чем в Париже. Ведь я вас мальчиком помню. Я вам конфеты возил.
А вы их ели. Как бы там ни было, Андрея Сергеевича родители видели не как режиссера, а как пианиста. И сперва, перед тем, как пойти в Авгик, в мастерскую Рома, он отучился несколько лет в Московской консерватории у Аборина, учился на одном курсе с пианистом Владимиром Ашкенази, с которым они были близки всю жизнь. Гер-профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались в этой гостиной. Но в какой-то момент, ощутив очевидную нехватку таланта, особенно в сравнении с такими гениями, как Ашкенази, он сменил фокус своих интересов и пошел в режиссуру. Творчество Кончаловского можно разделить на 3 периода. Это советский, А что это у вас здесь происходит? американский, потому что он в начале 60-х годов уехал за океан, и уже постсоветский или российский. Стройными рядами наступает на нас Хьюго Босс и его Барбос. И не надо сопротивляться, глупо. Его дебютный фильм «Первый учитель» снят по произведению Чингиза Айтматова. Я учитель Дюшен. Так меня и зовите. Снят в казахских степях. На этом фильме он познакомился со своей второй женой, балериной Натальей Анитбасаровой, которая играет там главную роль. Это очень ориенталистская картина, во многом вдохновленная творчеством Акиры Куросавы, который один из любимых режиссеров Кончаловского. Второй фильм Кончаловского и один, возможно, из главных фильмов его объемной фильмографии — это знаменитая картина «Ася Клячина» или «Асино счастье». Галя, ну-ка давай, давай, баб, собирай быстрее. Сейчас. Едет, музыка, давай. Фильм был запрещен и лег на полку в 1967 году, где он и находился почти 20 лет. Впервые был показан в 1987-м, и через несколько лет после этого Кончаловский был номинирован за этот фильм на премию Ника. В прошлом году нравилось, а теперь с брюхом, видать, разонравилось. История, которая происходит в типичной русско-советской деревне, в которой все не слава богу. Главную роль играет замечательная актриса Ия Савина. Она играет деревенскую хромоножку, которая безответно влюблена в деревенского водителя Степана. Впервые Кончаловский не раз прибегал к этому приему впоследствии. Там всего 2 профессиональных актрисы, собственно, Ия Савина и Любовь Соколова. В этом фильме использованы документальные кадры. Это монологи реальных сельчан, которые рассказывают о том, как они жили в войну, о том, как некоторые из них побывали в лагерях. А ты за что сидел? Да ни за что. Как после войны посадили, так все 8 годов и барабанил до самого 53-го. Собственно, это и стало причиной, по которой картину запретили. Ну, ударь. Ударь еще. Любопытно, что в 1994 году Кончаловский, вернувшись из эмиграции, снял своеобразный сиквел Аси Клячиной. Это картина «Курочка Ряба». Действие происходит в той же деревне, но 30 лет спустя. А чем тебе не нравится? Еще Горбачева взяла, а другая у меня нет. И Савина отказалась сниматься в этом фильме. Прочитав сценарий, она сочла его русофобским, порочащим честь и достоинство русского народа. Поэтому главную роль в картине исполнила Инна Чурикова. Но ведь это же не демократия. Это бардак. Внезапно у Чуриковой курочка снесла золотое яйцо, которое становится предметом вожделения всех жителей деревни. Отдай мне его. А куда оно тебе? Да ты что, с ума сошла, что ли? Дай яйцо! Да на, подойди ты, пьянчушка проклятая, с твоим яйцом! Вот это да. Да спрячь подальше! Также там есть, опять же, конфликт обломовского толка, что рядом с Чуриковой проживает местный фермер западного образца, у которого все четко, хозяйство налажено, и он является таким чужим среди своих, антитезой русской душевной безалаберности. Опять же, конфликт Запада и Востока. Ну почему ты меня не любишь, а? Да русская бабка-то она ведь не любит, а жалеет. А за что тебя жалеет? У тебя он все на месте. И руки он какие у тебя, и голова, и деньги у тебя есть.
После «Аси Клячиной» Кончаловский снял несколько экранизаций классики. Это, конечно, «Дворянское гнездо» по Тургеневу с прекрасной польской актрисой Беатой Тышкевич. Ты не будешь счастлив в России, Федя. И опять же сюжет «Дворянского гнезда» о том, что из Парижа возвращается исполненный Леонидом Кулагиным дворянин, разочаровавшийся в западных ценностях и ищущий какого-то вдохновения, ободрения, каких-то свежей крови на родине. Что ж, что не говори, а на чужбине словно вывихнутый. И вторая картина — это «Дядя Ваня». Что, томитесь? Главную роль Войницкого исполнил великолепно Иннокентий Смоктуновский. Сергей Бондарчук играет Астрова. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками. Снова это умом Россию не понять, конфликт идеалов и неприглядной реальности. Что делать, дядя Ваня? Надо жить. Соню, ее знаменитый монолог, читает Ирина Купченко. Мы, дядя Ваня, будем жить. После двух этих довольно традиционных классических экранизаций Кончаловский внезапно снял, как бы сейчас сказали, модное, актуальное кино. В Америке вовсю идет сексуальная революция, молодежное движение, хиппи. И вот таким далеким эхом в Советском Союзе становится картина романса влюбленных. Мюзикл, фильм «Аллегория», актуальная история вечная Ромео и Джульетты, которая заканчивается метафорической смертью героя Киндинова, потому что он уходит в армию, а когда возвращается, героиня Коренева его не ждет и уже нашла счастье с другим. Киндинову не остается ничего другого, как тоже жениться на девушке, которую он не так сильно любит. Когда это происходит, в фильме он как бы умирает, а потом камера отъезжает, и мы видим, что мы находимся на съемочной площадке. Труби, трубач. Музыку к фильму написал Александр Градский, тогда молодой, тоже очень модный композитор. Он же и исполняет сольные партии за Киндинова. Держи. После романса о влюбленных Кончаловский снял, пожалуй, один из своих важнейших тоже фильмов. Это четырехсерийная эпопея «Сибириада», за которую он получил гран-при Каннского фестиваля. Такая своеобразная сага о форсайтах, история России в мере 4 поколений. Это история о покорении Сибири, это история о том, что благим намерением выложена дорога в ад, потому что основатель династии Устюжанин бредит идеями Томмазо Кампанеллы и в глухой сибирской деревне хочет построить дорогу к солнцу. Его сын после революции пытается это реализовать, но уже огнем и мечом. И тут нашей деревне Елань отводится главная, можно сказать, государственная задача в мировом пролетарском масштабе. Тут явная аллегория на то, чем обернулся коммунизм и его вроде благородные идеалы. Вот так мы и вкалываем. Последняя часть — это, собственно, Алексей уже в 60-е, уже после войны, работающий на глобальных стройках Советского Союза, ищущий нефть. После «Сибириады» Кончаловский, утомленный гнетом цензуры, возмущенный отношением к режиссерам всяких чиновников советских, вроде Ермаша, решает, несмотря на то, что его отъезд бросит тень на всех остальных членов его семьи и близких, решает уехать на Запад. Через Европу он попадает в Штаты, начинается его американский период. Okay, let's do it. В Америке он снял 6 картин, далеко не все из них удачные,
потому что, хоть он и буквально единственный, кто как бы преуспел в Голливуде, но, тем не менее, путь его в Голливуде был тернист. Начал он с короткометражки «Сломанное вишневое деревце», а первой значительной картиной стал фильм в 1983 году «Любовники Марии» с Настасьей Кински в главной роли. Простите, Мария. Это вольная экранизация «Реки Потудани» Андрея Платонова, перенесенная на американскую почву. После Второй мировой войны солдат возвращается в родной городок провинциальный, затерявшийся в американских степях, и влюбляется в Марию, немножко блажную девушку. К сожалению, не может с ней жить, потому что она настолько прекрасна, что он не может относиться к ней как к женщине. Она для него святая. Это фильм о классическом конфликте мамочки и шлюхи, но в более возвышенном его изводе. Я никогда не мог уже больше видеть ее. Но куда бы я ни смотрел, я везде видел Марию. Везде. Отца, кстати, главного героя играет великий американский актер Роберт Митчум. My own flesh and blood. Видно, что творческая манера Кончаловского сильно эволюционировала. Он пытается мимикрировать под так называемый новый Голливуд. И в «Любовниках Марии» очень чувствуется влияние картин Майкла Чимина, в частности, «Охотника на оленей». В Америке он также снимет абсолютно коммерческие картины «Танго и Кэш», которых любят вспоминать с улыбкой зрители, заставшие видеопрокат 80-х. What did you do if my car? I believe in перестройка! Welcome to America! Или «Гомер и Эдди». Или «Поезд-беглец», кстати говоря, по сценарию Куросавы, который не смог найти на эту историю поезда в огне, который угнали беглые заключенные, и сценарий попал в итоге к Кончаловскому. С европейским копродакшеном еще было несколько картин, которые совершенно не прогремели. Скромные фильмы — это «Стыдливые люди» и «Дуэт для солиста», который интересна только тема, что там одну из главных ролей исполняет великий актер Макс фон Зюдов. Вы очень проницательны. Я согласен не со всем, но со многим. В 1991 году начинается возвращение, скажем так, Кончаловского на родину, и в 1991 году как раз идет люстрация советских ценностей и советской номенклатуры, поднимаются архивы, наконец-то людям рассказывают, как все было на самом деле. Кончаловский снимает довольно любопытную картину на эту тему. Это «Ближний круг», история киномеханика Сталина, пожалуй, первый фильм Кончаловского, тема которого будет его волновать последующие 30 лет, и к которому он будет несколько раз возвращаться. Это история человека внутри системы, который пытается в системе выжить, а не противостоять. История циника, которого автор, тем не менее, не осуждает. По сюжету в его жену влюбляется Лаврентий Павлович Берия, который, это довольно забавный факт, играет прекрасный актер Боб Хоскинс, который скорее ассоциируется у нас с комедийными амплуа, а озвучивал, собственно, поскольку Хоскинс, естественно, не говорит по-русски, озвучивал Берию сам Кончаловский. А это тост за Сталина. Нет, хватит. Я уже не могу. Не хочешь пить за Сталина? После «Ближнего круга» Кончаловский снимает какое-то количество документальных фильмов. У него было несколько проектов «Гении», и также политические лидеры. К 2000 годам он берется за новую русскую действительность, абсолютно гетерогенную, довольно вульгарную, которая с трудом поддается художественному осмыслению. Первая — это картина «Дом дураков» о войне в Чечне, на которой он впервые снимает свою нынешнюю жену, актрису Юлию Высоцкую, и затем «Глянец», пародия на Москву нулевых, на Москву Лужкова. Это история провинциальной девушки, опять играет Юлия Высоцкая, которая попадает в Москву, попадает к
практически сутенеру, который списан с культового персонажа нулевых Петра Листремана, который, значит, ищет ей спонсоров мужей. И главным достоинством этой героини является то, что она, как две капли воды, похожа на легендарную американскую актрису и музу Хичкока Грейс Келли, которая стала принцессой Монако. Все. Я на тебе типа не женюсь. Очень приятно. В 10-е годы начинается новый период в творчестве Кончаловского. Серия картин на исторические темы. В первую очередь это, конечно, фильм «Рай», побывавший на Венецианском кинофестивале. Скажем так, рефлексия Кончаловского о событиях Второй мировой и о чуме нацистской и о чуме коммунистической. Знаешь, я восхищаюсь большевиками. Они живут ради идей. Родись я в России, а не в Германии, стал бы коммунистом. Картина, в которой чувствуется сильное влияние романа Джонатана Литтла «Благоволительница», получившего Ганкуровскую премию. Высоцкая играет партизанку русского происхождения, участвующую в движении сопротивления оккупации. Есть там и благородный нацистский офицер, представитель немецкой аристократии, который понимает в какой-то момент, в чем именно он принимает участие и за какие, в кавычках, идеалы он воюет. Есть в картине даже и Господь Бог, чей голос мы слышим в конце. Тебе нечего бояться. Входи. Вторая картина из этой серии — это, конечно же, «Грех», снятый при поддержке Алишера Усманова, в лице которого Кончаловский нашел своего Лоренцо Медичи. «Грех» — это вольный байопик Микеланджело Буонаротти, очень сложная с точки зрения продакшена картина, которая снималась в Италии. Был огромный кастинг проведен для того, чтобы найти актера, который смог бы воплотить Микеланджело, потому что Микеланджело, как и Леонардо да Винчи или Рафаэль, символизирует абсолютную гениальность. И в итоге он остановился на непрофессиональном актере, у которого была удивительное внешнее сходство с Буонаротти. А вы, ваше высокопреосвященство, что вы думаете? Нет слов. Божественно. Странная, довольно громоздкая картина, в которой, тем не менее, Кончаловский добился определенного эффекта присутствия или погружения в реальность эпохи Возрождения, которая существует столько клише, и которую на самом деле довольно трудно представить конкретно или передать на экране. Наверное, стоит упомянуть также еще фильм, за который он получил Серебряного льва на Венецианском кинофестивале. Это «Белая ночь почтальона Трепицына». Это возвращение к документальной эстетике, с которой он работал на Асе Клячине и потом отчасти на Курочке Рябе. История потерянного, забытого Богом, как огромное количество населенных точек в России, села, который в какой-то момент становится отрезанным абсолютно от мира, потому что там половодье, разливаются реки, и единственной связью персонажей и жителей этого села друг с другом является почтальон Алексей Трепицын, который их письма переправляет в метрополию. Лёшка! Что надо? Зайди сюда! Так писем-то нету. Зайди, говорю! Зайди! Так я знал, кто сейчас пишет. Все звонят. Завтра зайдут. Ходили, ничего не слышишь. Картина очень искренняя, и удивительное вот это свойство Кончаловского, будучи как бы западником, интеллектуалом, где-то снобом, тем не менее очень точно передавать русскую идентичность, в которой, тем более, в современном российском кино такие проблемы. Вот и выходит, что никто не знает правды. Только видимость одна. Мало кто понимает, что такое русское сегодня, в чем оно проявляется и как это перенести на экран, не впадая в какой-нибудь там имперский шовинизм или национализм самого дурного толка. Это что?
И, наконец, самая последняя картина Кончаловского, которая также побывала на Венецианском кинофестивале и получила специальный приз жюри. Это фильм «Дорогие товарищи» о трагедии, произошедшей в 1952 году в Новочеркасске, о расстреле мирной демонстрации рабочих, которые протестовали против повышения цен. Очень много было сомнений у критиков насчет этого фильма, много было разных предубеждений, как с политической точки зрения Кончаловский трактует этот сюжет. Получилась очень лаконичная картина, в которой он минимизировал свою режиссуру. Есть, опять же, какие-то почти документальные, непостановочные кадры, потому что очень много непрофессиональных актеров. В первую очередь я имею в виду персонажа, который играет деда Юлии Высоцкой. Это настоящий казак, который рассказывает о Голодоморе, о том, что такое на самом деле советская власть и чего стоят ее лозунги, когда дело доходит до живых людей. Эти люди, они затаили злобу на советскую власть, дай им волю арестовать и судить. И самое главное, это глубоко антисистемный фильм. Чуть ли не впервые за полвека своего творчества Кончаловский встает на какую-то конкретную позицию, выбирает конкретную сторону. Они левитируют в воздухе, как бы прощая всех и всем за их грехи. Люди, которые находятся в России у власти, руководствуются любыми резонами, только не тем, чтобы сделать что-то хорошее для своих граждан и хоть как-то им помочь. Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя. Я надеюсь, что Кончаловский еще будет снимать, и, в общем, он довольно бодр, но, дорогие товарищи, это в каком-то смысле достойное, мощное завершение карьеры. Нормаляк. Было так всегда. Будет так всегда. Все в мире любовь, да лишь она, пусть плывут века. Любви не будет конца. Во все Ну, правда, ну, че наша деревня-то изменилась-то за последние 1000 лет-то? Решительно ничего. А вы-то как думаете?